в жизни, будь то дружба, любовь или рабочие отношения, доверие — это решающий фактор, который позволяет нам открываться, делиться своими сокровенными чувствами и искать помощи друг у друга. Без доверия невозможно искреннее общение, невозможно установить близкие связи и, конечно, уважение и доверие друг к другу становятся хрупкими. В реальности не все отношения приносят положительные результаты. Одни люди могут сделать нас лучше, но есть и те, кто тянет нас вниз, заставляет чувствовать себя хуже и думать негативно. В современном мире, где улыбка может скрывать тысячи мыслей, а рукопожатие — бесчисленные невысказанные намерения, определить, кто достоин доверия, бывает непросто. Здесь философия стоицизма может стать компасом. Хотя стоицизм — древняя идеология, он остается актуальным в современном мире, помогая нам находить принципы для решения сложных отношений и защищать наше внутреннее спокойствие. В этом видео мы рассмотрим 9 типов ненадежных людей, которые могут нарушить ваше внутреннее спокойствие, и узнаем, как их распознать. Для каждого типа людей мы найдем способы справляться с ними, чтобы они не влияли на нашу жизнь. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете наш канал. Если вы здесь впервые, не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы первыми получать новые видео и полезные уроки. Первый тип людей, которым не стоит доверять. Люди, сплетничающие о других. Эти люди могут быстро заставить вас потерять доверие к ним. Они часто говорят о слабостях и ошибках других, не стесняясь делиться этим, будь то близкий друг или просто коллега. Стоит заметить, что даже если они называют кого-то своим другом, небольшая ссора или незначительное разногласие достаточно, чтобы они начали сплетничать, порочить и даже придумывать истории об этом человеке. Их оружие — это слухи, подлости и не имеющие основания обвинения, которые они используют, чтобы утолить свой гнев. Для таких людей унижать других — это способ успокоить свои негативные эмоции. К сожалению, если вы окажетесь в подобной ситуации, они без раздумий поступят так же и с вами. Согласно философии стоицизма, доверие — это ценное качество, и его нужно давать людям с большой осторожностью. Марк Аврелий говорил: «Всегда будьте осторожны с чужими словами. Если кто-то говорит плохо о ком-то, не думайте, что он не сделает то же самое с вами». Честность и верность не могут строиться на основе слухов и выдумок. Не доверяйте человеку, у которого есть привычка говорить плохо о других за их спиной. Человек, который не уважает других, не будет уважать и вас. Доверяя таким людям, вы рискуете стать жертвой их манипуляций и быть уязвимым. Второй тип людей, которым не стоит доверять — постоянные критики. Есть люди, которые всегда находят недостатки во всем, что вы делаете. Под предлогом честности они не стесняются выражать свою критику, заставляя вас чувствовать себя ниже и сомневаться в своих способностях. Их критика не конструктивна. Она нацелена на то, чтобы задеть вашу самооценку и вызвать чувство неуверенности. Как бы хорошо вы ни выполняли свою работу, они найдут повод указать на мелкие ошибки. Они могут оправдывать свою критику стремлением помочь вам, но между полезной, обратной связью и разрушением вашей уверенности в себе проходит очень тонкая грань. Постоянная критика создает токсичную среду, в которой вместо творчества и роста вы постоянно защищаетесь, переживая за каждое действие и слово, чтобы избежать осуждения. Это подавляет свободу мыслей и действий, лишая вас уверенности в своих силах и ценности. Марк Аврелий говорил: «Отвергните чувство обиды, и сама обида исчезнет». Этот мощный совет из стоической философии напоминает нам не позволять чужим необоснованным критическим замечаниям влиять на нас.
Стоицизм учит нас анализировать источник критики и задавать себе вопрос: есть ли в ней реальная ценность? Если да, извлеките урок и используйте его для самосовершенствования. Если же это лишь пустые слова, не позволяйте им доминировать над вашими мыслями и действиями. Представьте, что вы усердно работаете над важным проектом. Вы вложили в него много сил, но вместо признания ваших усилий коллеги указывают лишь на мелкие недостатки. Это заставляет вас сомневаться в своих способностях, и вы начинаете терять чувство креативности. Помните слова Марка Аврелия: «Откажитесь от боли, и боль исчезнет». Не позволяйте неконструктивной критике разрушать вашу самооценку. Проанализируйте критику, возьмите полезное и игнорируйте негативное. Вы можете учиться и становиться лучше, но не позволяйте критике затмевать ваше чувство собственного достоинства. Сосредоточьтесь на своих действиях и реакциях, которые вы можете контролировать, вместо того, чтобы пытаться управлять мнением или поведением других людей. Если вы примените этот принцип, вы сохраните душевное спокойствие и будете продолжать расти, даже сталкиваясь с постоянной критикой. Третий тип людей, которым не стоит доверять – поверхностные друзья. Эти люди всегда на каждой вечеринке, улыбаются всем, но когда вам действительно нужна их помощь, они никогда не рядом. Они могут казаться дружелюбными и доступными, но в трудные времена они исчезают. Они появляются только тогда, когда все идет хорошо, а в сложных ситуациях, когда требуется поддержка, их просто нет. Однажды у меня был друг, который всегда был веселым и дружелюбным. Но когда я столкнулся с большой проблемой, пытаясь начать бизнес, который почти провалился, он ни разу не выслушал меня и не помог. Он был рядом только в хорошие времена, когда все было легко и не требовало усилий или обязательств. Философия стоицизма учит нас, что настоящие отношения стоят гораздо дороже, чем поверхностные. Сенека, один из самых известных стоиков, всегда подчеркивал важность качества над количеством. Он считал, что несколько близких, проверенных временем друзей, которые понимают вас и готовы поддерживать в любых обстоятельствах, гораздо ценнее большой сети поверхностных знакомых. Важно уметь распознавать поверхностных друзей на ранних стадиях. Наслаждайтесь их обществом, когда вам нужны легкие и непринужденные беседы. Однако не вкладывайте в них свои эмоции, особенно когда вам требуется реальная поддержка. Доверяйте и открывайтесь только тем, кто доказал свою надежность как в хорошие, так и в трудные времена. Философия стоицизма советует искать друзей, которые разделяют ваши ценности и могут быть надежными и стабильными спутниками жизни. Развивайте разборчивость в своих социальных взаимодействиях. Это не только мудро, но и крайне важно для защиты вашего внутреннего спокойствия. Разговоры с поверхностными друзьями часто оказываются крайне разочаровывающими. Они физически присутствуют, но их мысли где-то далеко. Это похоже на разговор со стеной. Иногда они просто кивают или отвечают неискренне. Такие взаимодействия лишены самой сути общения, искреннего обмена и понимания. Осознав это, вы поймете, насколько разрушительно это для вашего эмоционального здоровья. Защитите свое эмоциональное состояние и убедитесь, что люди из вашего близкого круга искренни. Не дайте себя обмануть поверхностными отношениями. Вложив свои усилия в настоящие отношения, вы заметите огромную разницу в качестве вашей жизни и в вашем внутреннем спокойствии. Четвертый тип людей, которым не стоит доверять – люди, лишенные эмпатии. Эмпатия – это способность разделять чувства других и смотреть на мир их глазами. Именно благодаря эмпатии мы строим гармоничные отношения, понимаем и сближаемся с окружающими. Однако, столкнувшись с людьми, лишенными эмпатии,
вы быстро поймете, что они не способны ставить себя на место других. Такие люди часто не понимают и не заботятся о ваших чувствах, и им легко причинить вам боль, не испытывая за это угрызений совести. Люди без эмпатии могут оправдывать свои ошибки, игнорируя боль, которую они вам причинили. Они используют вашу доброту против вас, становятся манипулятивными, холодными и расчетливыми. Они заботятся только о своих нуждах, а ваши чувства и переживания для них не имеют значения. В разговорах с такими людьми все вращается вокруг их достижений, проблем и мнений, при полном отсутствии интереса к тому, что чувствуете вы. Ваши эмоции и переживания игнорируются, а иногда даже полностью отвергаются. Это не просто недостаток эмоционального интеллекта, а глубокая проблема. Это не просто недостаток эмоционального интеллекта, а глубокая проблема. Неспособность видеть и ценить человеческую суть других людей. Люди, лишенные эмпатии, часто оставляют за собой разрушенные отношения и разговоры, наполненные конфликтами и непониманием. При общении с ними вы будете чувствовать себя покинутым из-за их безразличия, как будто вы для них ничего не значите, кроме выполнения их собственных нужд. Философия стоицизма предлагает глубокое средство против такого образа мышления. Эпиктет подчеркивал важность эмпатии в этике. Он учил, что мы должны слушать и отвечать другим с добротой и пониманием, осознавая, что каждый из нас является частью большего сообщества со своими трудностями и победами. Когда вы сталкиваетесь с людьми, лишенными эмпатии, стоики советуют не отвечать на их безразличие гневом или обидой. Вместо этого это можно использовать как возможность проявить терпение и показать эмпатию как добродетель во всех отношениях. Мы делаем это не потому, что они этого заслуживают, а потому, что это правильный поступок с человеческой точки зрения. Однако стоики также учат нас, что установление границ важно для защиты нашего эмоционального и психического здоровья. Иногда это означает ограничение контактов с людьми, которые истощают вашу энергию. Общение с такими людьми требует не только сострадания, но и мудрости, чтобы понять, когда нужно защитить себя. Поэтому мы не должны доверять людям, лишенным эмпатии. Если вы досмотрели видео до этого момента, оставьте свое мнение, а мы переходим к пятому типу людей, которым нельзя доверять. Пятый тип – провокаторы. В нашей жизни есть люди, которые постоянно ищут способы нас раздражать. От сарказма до мелких действий, сбивающих нас с толку, они мастера вызывать эмоциональные реакции. Они знают, как запутать вас и создать напряженные ситуации. Будь то скрытая критика, косвенные комплименты или легкие провокации. Цель у них одна – заставить вас реагировать, потерять контроль и наслаждаться вашей растерянностью. Для таких людей каждый раздраженный взгляд и каждый вздох – это победа, доказательство их способности манипулировать эмоциями других. Они продолжают играть в эмоциональные шахматы, чтобы вы постоянно оставались настороже из-за их мелких, но упорных раздражений. Однако самое важное, чему учит философия стоицизма, это то, что действия других людей не могут нас расстроить. Это только наше собственное суждение определяет наши чувства. Как писал Марк Аврелий, «Ты владеешь своим разумом, а не внешними событиями». Осознав это, мы обретаем мощную внутреннюю силу, которая особенно полезна при взаимодействии с людьми, пытающимися вас спровоцировать. Если вы позволите их провокациям повлиять на вас, вы сами отдаете им контроль над своими эмоциями. Но если вы измените свое восприятие и решите, что их действия не будут определять ваши чувства, вы вернете контроль и сохраните душевное спокойствие.
Представьте, что у вас есть коллега, который постоянно делает неприятные замечания на собраниях, из-за чего вам трудно сохранять спокойствие. Каждый раз, когда вы поддаетесь их провокации, помните учение Марка Аврелия: «Ты контролируешь свой разум, а не действия других». Не позволяйте провокаторам манипулировать вашими эмоциями. Когда вы сможете видеть ситуацию рационально, они больше не будут иметь на вас влияния. Сохраняйте внутреннее спокойствие. Осознайте, что у вас есть сила выбирать свою реакцию, и не позволяйте провокациям выбить вас из равновесия. Применяя эту философию стоицизма, вы не только сохраните душевное спокойствие, но и разовьете способность справляться с любыми ситуациями с терпением и ясностью. 6-й тип. Жалобщики. Есть люди, которые живут в бесконечном цикле проблем. Они постоянно сталкиваются с трудностями, но удивительно, что они никогда не пытаются их изменить. Они не ищут решения, а лишь привлекают внимание и сочувствие окружающих. Их боль, будь она реальной или преувеличенной, становится инструментом для привлечения внимания и удержания людей рядом. Такие люди, словно вечные жертвы, получают удовольствие от сочувствия и внимания, которые приносят их постоянные проблемы. Вы можете оказаться втянутым в их истории о бедах, тратя свое время и энергию на попытки помочь решить их нескончаемые проблемы. Но, к сожалению, как бы вы ни старались, их зависимость от вашей помощи оставляет чувство, что вас используют, а ваши собственные нужды игнорируются. Стоицизм учит нас, что мы можем контролировать только то, что находится в пределах нашего контроля. Как учил Эпиктет, мы должны заботиться о том, что можем изменить, и принимать то, что не можем. При общении с жалобщиками важно понимать границы своего влияния. Вы можете предложить поддержку, но изменить их жизнь они могут только сами. Эмпатия – это мудро и важно. Но вы также должны практиковать отстраненность. Сочувствуйте их боли, но не позволяйте ей влиять на ваші собственні емоції. Не чувствуйте себе відповідальність за те, щоб виправити їхнє життя. Иногда важно установить границы. Если хаос в их жизни начинает нарушать ваше спокойствие, возможно, пора пересмотреть ситуацию и спросить себя, сколько времени и энергии вы готовы продолжать отдавать этим отношениям, не истощая себя. Если у вас есть друг, который постоянно говорит о своих проблемах, но, несмотря на ваши усилия помочь, ничего не меняется, каждый раз вы оказываетесь втянуты в спираль печальных историй. Ощущение, что ваши старания не приносят результата, может привести к усталости и чувству недооцененности. Практикуйте эмпатию, но не позволяйте себя затянуть в их негативный круговорот. Помогайте там, где можете, но знайте, когда нужно отступить, чтобы сохранить свое психическое здоровье и не позволять их проблемам нарушать ваше спокойствие. Следующий тип людей, которым нельзя доверять – двуличные. Одним из самых явных признаков ненадежного человека является двуличность. Эти люди меняют свою личность и отношения в зависимости от того, с кем они находятся. Они могут быть совершенно другими, находясь с вами, чем с другими людьми. Такая непоследовательность говорит о том, что они не искренни не только с окружающими, но и с собой. Это может происходить из-за чувства стыда за себя или желания впечатлить других. Но какова бы ни была причина, человек, который не может быть искренним с вами, не заслуживает доверия. Двуличный человек может улыбаться и разговаривать с вами, но как только вы отвернетесь, он начнет говорить о вас плохо за вашей спиной. Такие люди становятся мастерами создания доброжелательного и дружелюбного образа, но подрывают вашу репутацию, когда вас нет рядом. Это может вызывать путаницу и боль,
особенно когда вы узнаете, что кто-то, кому вы доверяли, так легко предал ваше доверие. Стоицизм учит нас, что наша собственная честность и добродетель – это самые важные вещи. Сенека советовал выбирать своих спутников мудро, подчеркивая, что лучше быть одному, чем в плохой компании. Столкнувшись с двуличным человеком, стоицизм рекомендует держаться подальше от их истинной натуры, так как они только создадут токсичную атмосферу вокруг вас. Их обманные действия порождают недоверие, конфликты и неуверенность в любых отношениях. Когда вы обнаруживаете обман со стороны двуличного человека, естественно чувствовать боль и гнев. Однако стоицизм советует не реагировать эмоционально. Вместо этого сохраняйте достоинство и моральные стандарты. Например, если коллега всегда дружелюбен с вами, но за вашей спиной говорит плохо, подрывая вашу репутацию и отношения с начальником, это вызывает чувство предательства. Философ Сенека советовал: лучше быть одному, чем в плохой компании. Прекратите неискренние отношения и сосредоточьтесь на тех, кто действительно вас поддерживает. При общении с двуличным человеком важно не позволять их действиям влиять на вашу честность и достоинство. Защищайте себя и сохраняйте отношения, основанные на искренности и уважении. 8 тип – люди, которые не принимают «нет». Еще один тип людей, с которыми следует держаться подальше – это те, кто не принимает отказ. Они могут быть упрямыми, настойчивыми и всегда пытаются заставить вас согласиться с ними или сделать то, что им нужно. Общая черта таких людей – интерес к вам только тогда, когда вы им полезны. Если вы отказываете в их просьбе, их отношение резко меняется. Они могут начать действовать холодно или даже пытаться вызвать у вас чувство вины. Это показывает, что такие люди не уважают вашу свободу и волю. Они не понимают, что каждый имеет право решать и выбирать. Когда вы им отказываете, это ваше законное право. Человек, который не принимает отказ, может быть ненадежен в долгосрочных отношениях, так как ему не хватает уважения к чувствам и решениям других людей. Кроме того, отказ от их просьб может вызвать у них не только злость, но и желание использовать информацию, которой вы с ними делились, чтобы причинить вам боль. Например, если вы не соглашаетесь выполнить их просьбу, они могут начать распространять ваши секреты или использовать ваши откровения против вас, заставляя чувствовать себя использованным и преданным. Стоицизм учит нас, что никто не имеет права причинять нам боль или нарушать наши ценности только потому, что не получил желаемого. Сенека и Эпиктет советуют сохранять границы и защищать себя от таких неуважительных людей. Если вы чувствуете, что кто-то не может принять отказ, важно стоять на своем и не позволять им нарушать вашу автономию. Уважайте себя и свои границы. Если человек не может принять ваше «нет», это явный признак неуважения, и вам стоит пересмотреть свои отношения с ним. Помните, что вы имеете право сказать «нет» без чувства вины или давления. Последний тип людей, о которых мы поговорим, это психологические манипуляторы. Этот тип самый сложный для распознавания, так как такие люди умеют создавать впечатление, что они вас слышат и понимают. Однако их забота неискренна. Эти люди строят фасад эмпатии и поддержки, но на самом деле это лишь стратегия, чтобы использовать ваши слабости в своих интересах. Сначала они создают ощущение близкой дружбы, но позже вы понимаете, что каждое их слово и жест направлены на контроль и использование вашей информации. Психологические манипуляторы не просто слушают вас, они собирают данные о вас. То, чем вы делитесь, становится инструментом, чтобы заставить вас делать то, что им нужно. Они похожи на шахматистов в отношениях. Каждый их ход тщательно рассчитан, чтобы достичь своих целей.
На самом деле их действия направлены не на помощь вам, а на повышение их собственного социального статуса или использование вас для достижения своих целей. Стоицизм учит нас всегда искать ясность и правду, а не просто стремиться к комфорту или приятным иллюзиям. Марк Аврелий советовал быть внимательным к людям вокруг нас, особенно к тем, чьи намерения неясны. При общении с ними не ограничивайтесь только их словами, но наблюдайте за их действиями. Как они поступают, как строят другие отношения и как уважают ваши границы. Именно их поступки, а не слова, показывают их истинный характер. Чтобы справиться с психологическими манипуляторами, важно установить четкие границы и делиться только самым необходимым. Не позволяйте таким людям контролировать ваши эмоции и мысли. Постепенно отдаляйтесь от их влияния и вкладывайтесь в отношения, которые приносят позитив, уважение и взаимную поддержку. Марк Аврелий также говорил: наблюдайте за их действиями, а не только слушайте их слова. Помните, что не каждый, кто кажется другом, действительно им является. Защищайте себя от манипуляторов. Спасибо за просмотр этого видео. Надеемся, что этот материал поможет вам распознать типы людей, которым не стоит доверять, и сделает вашу жизнь лучше. Если вы считаете этот контент полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие значимые видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления сразу после выхода новых роликов. Если у вас есть свои истории или способы распознавания людей, которым не стоит доверять, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Давайте учиться и расти вместе. Увидимся в следующем видео.